Всем привет! Сегодня я приготовлю вот такой шоколадный медовик с заварным кремом и вареной сгущенкой. В народе этот торт называют «Спартак». Коржи для такого торта обычно раскатываются как на медовик, но я буду готовить быстрый рецепт без раскатки коржей. Да-да, это снова тот быстрый рецепт за 30 минут, который не за 30 минут на самом деле, но все равно быстро. И очень вкусно получается. Такие коржи мне нравятся даже больше, чем если бы я раскатывала их. Кстати, ссылку на быстрый рецепт медовика за 30 минут вы можете найти в правом верхнем углу экрана, а также в описании под видео. Ребята, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь, это невероятно сильно мотивирует. Приготовление желательно начать с заварного крема, так как заварной крем должен полностью остыть перед тем, как покрывать торт. Для этого в глубокую кастрюлю я вбиваю 2 яйца и всыпаю 100-150 грамм сахара. Сладость регулируйте сами. Я взяла среднее значение и добавила 130 грамм сахара. Также я добавляю целый пакетик ванильного сахара, не ванилина, и 40 грамм крахмала. У меня кукурузный, можно взять картофельный, в принципе это не играет особой роли. Также я добавляю немного молока из общей массы 500 мл и все хорошенько перемешиваю в однородную массу и смотрю, чтобы не было комочков. Дальше я включаю плиту на средний огонь, добавляю 80-100 грамм сливочного масла и начинаю все размешивать до однородности. Список всех ингредиентов и сам рецепт вы, как всегда, найдете в описании под видео. Когда масса уже соединилась, мы вливаем оставшееся молоко и завариваем до такого густого состояния, такой средней жирности сметаны. Когда крем только-только начнет закипать, то есть появятся первые бульбашки, мы варим примерно еще 1 минуту и снимаем крем с плиты. Вот такая консистенция получилась, средней густоты. Когда крем немного уже остынет, не будет сильно горячим, я добавляю 100-150 грамм вареного сгущенного молока для придания крему карамельной нотки. Еще раз хорошо перемешиваю все ингредиенты и накрываю крем пищевой пленкой в контакт и оставляю до полного остывания. Теперь я приступлю к приготовлению медовых коржей. Для этого я беру 100 грамм меда и добавляю 100 грамм сливочного натурального масла и соединяю все на среднем огне в однородную массу. Когда мед и сливочное масло соединится, я добавляю в массу 1 чайную ложку с горкой соды. Сразу же должна пойти реакция, сода начинает пениться, а масса должна увеличиваться. Я все это варю на меньше, чем среднем огне до золотисто-медового цвета и оставляю немножко остыть в стороне. А пока крем остывает, я взобью 3 яйца в пышную пену, постепенно добавляя 100 грамм сахара небольшими порциями. Также я добавлю пол чайной ложки ванильного сахара. Вливаю в медово-масляную смесь взбитые яйца с сахаром и хорошо все перемешиваю. Затем я смешиваю 200 грамм муки и 30 грамм какао-порошка. И все просеиваю прямо в тесто. Снова все перемешиваю. Муку я добавляю не сразу всю, а в 3 этапа, чтобы не было комочков. Вот такой густоты получилось шоколадное тесто. Я визуально его делю на 2 части и буду эти части по отдельности выпекать 2 большими коржами на противне. Противень я застелила пергаментной бумагой, тесто разравниваю вот таким образом лопаткой, максимально ровно, чтобы было. Чем ровнее будет каждый корж, тем ровнее будет сам торт. Выпекать коржи нужно при температуре 180 градусов около 8 минут. Нужно следить, чтобы коржи не пересушились, это очень важно. Так что следите, пожалуйста, за выпеканием. Духовки у всех разные, поэтому результат может отличаться. Мои коржи уже испеклись. Я разрезаю их так, чтобы у меня получилось 8 ровных кусков. Обрезки, конечно же, мы никуда не деваем, оставляем для посыпки. Вот такие коржики у меня получились, достаточно толстенькие. Я сразу приготовлю обсыпку. Для этого мне нужны, собственно, сами обрезки и примерно 50 грамм молочного шоколада. Натираю шоколад на мелкой терке и потом я это все соединю вместе с крошкой от обрезков. Начинаю промазывать торт. Слишком толстый слой крема не получится, так как заварной крем не очень густой консистенции. Из-за этого тортик постоянно приходилось поправлять, так как он просто плыл в сторону. Я никак не решила этот вопрос, я просто его поправляла до тех пор, пока не промазала все коржи, а потом, когда я поставила уже в холодильник, крем застыл и, в принципе, по большому счету, он сохранил свою форму. То есть я еще раз только его поправила, когда он стоял в холодильнике, и все.
Даже на видео ускоренном видно, как он плывет. Вот я обсыпаю крошкой. Но я вам скажу, получилось очень вкусно в итоге. То есть это того стоило с ним поморочиться, повозиться. Вот такой тортик получился. Я украсила еще вот это зеленое. Это рубленая фисташка в такой вот, в муку практически. Торт я оставила на ночь в холодильник для пропитки, и вот что у меня получилось. Мой любимый момент – это разрезание торта, и мне тоже любопытно, что же там внутри. Вот такой тортик получился в разрезе. Крем не полностью впитался в коржи, он остался, но тем не менее он остался текучим. Он немножечко вытекает с разреза. Но это никак не влияет на его вкусовые качества. Шоколадное тесто очень хорошо соединилось с этим кремом заварным, со сгущенкой. Получилось очень гармонично, очень вкусно. Тортик мягкий, с чаем самое то. Если вам понравилось мое видео, обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Всем приятного аппетита! Пока-пока!